Всем добрый день! Сегодня опять будем шить юбку из старого драпового пальто. Карманы нам не нужны. Разрежем по рельефу, карманы уберем. А здесь, может быть, вставим вставочки с белых кусочков драпа, может быть, с черных. Пока не знаю. Пальто, конечно, надо постирать. Вот когда вы распорите, на большие куски разрежете, надо постирать. Если драп, лицевая сторона плохая, можно перелицевать. Использовать изнаночную сторону. Разрезаем. Изнаночная сторона меня очень обрадовала. Нигде ткань не продублирована. Это то, что нам надо. Будем перелицовывать. Со спинки идеально получается задняя часть юбки. Переднее полотнище юбки с полочки. И единственная загвоздка вот в этой петле. Но что-то придумаем. Распарываем дальше. Раскладываем выкройку. Смотрим. Вот на эту детальку на швы практически ничего нет. Значит, в порядке исключения переносим эту выточку в сторону бокового шва. Вот теперь на все хватает. Прибавляем на швы и выкраиваем. Я хочу, чтобы пояс был у нас сплошной с юбкой. Ну вот сантиметров 6 прибавлю. Ну а сам пояс пойдет вот не прямо, а может быть чуть-чуть вот так прибавлю пошире. А потом, если будет лишнее, можно это отрезать. Или просто ушить. Задняя часть юбки готова. Занимаемся передним полотнищем. Так, что я придумала с передней частью юбки? Значит, петлю я зашила. И вот эта зашитая часть пойдет в шов. Так что с этим вопрос решен. Теперь надо понять, где будет проходить у нас кокеточка. Насколько вот эти швы позволяют. Если разрезано там, значит кроить будем таким образом, потом на шов прибавим. Эту выточку закроем, здесь переносим вправо. Вот такая часть у нас будет, черная сбоку. По-моему, очень даже уместно. Так, разрезаем и выкраиваем. Ткани хватило тютелька в тютельку. Вот такое переднее полотнище юбочки у нас получилось. Это уйдет на поясочек. Может быть, и даже не может быть, а сделаем потом здесь шлевочки. Какой-то поясочек. Думаю, юбочка будет не скучная. Так, ну а я не буду все подробности рассказывать. Тут ничего сложного нету в пошиве. Вот тем более в заднем полотнище. Обметываю, стачиваю, отглаживаю. А что будет интересно, буду потом вам показывать. Скалываем бочок.
Можно еще сметать, конечно. И прострачиваем. Отглаживаем. Вот так должно у вас получиться. Я, наверное, по черной детальке отстрочу вот такой вот крепенькой толстенькой ниточкой. Ну и потом здесь вот у нас верхняя часть тоже можно будет отстрочить. Ну вообще, конечно, эту детальку можно было разбить на несколько. Можно вставить вот такую основную деталь с основного цвета. Ну, фантазия тут безгранична. Можно фантазировать. Но основное, я думаю, что я вам объяснила. Так, молния у меня будет по центру заднего полотнища. Значит, шовчик здесь у меня маленький, поэтому я сделаю вот таким образом. Я его увеличу, этот шовчик. Вот такую деталечку пришью. И потом все аккуратненько у меня здесь ляжет. Здесь будет сантиметра 1,5, наверное, от края. Ну а с этой стороны прямо в край молнии. Так, переднее полотнище я отстрочила вот эти детальки. Вот такой поясочек я придумала. Так, в крое где-то сантиметров около 9 ширина поясочка. Ну вот, правда, еще не решила, то ли я буду вшивать в боковой шов, но толщина будет приличная, да? То ли, может быть, вот таким образом расположу, будет шовчик, и вот так вот шлевочкой закрою этот край. Отстрочу еще раз строчка в строчку. А может быть, сделаю другую шлевку, чтобы вот по одной строчке было, будет аккуратнее. Так, ну и здесь вот будут шлевочки. И так вырисовывается интересная юбочка. Так, что мы делаем еще? Это у меня подборд. Он на флизелене. Это то, что надо для внутренней части поясочка. Обчерчиваю. Ширина 6 сантиметров и вырезаю для переднего полотнища и для заднего. Молнию вшили, внутренний поясочек пришила и отстрочила именно со стороны внутреннего поясочка. Для того, чтобы вот так, когда отогнем, вот образуется у нас кантик. То есть внутренний поясок не будет вылазить на лицевую сторону. Здесь сделаем потом вот таким образом. Ну и здесь можно будет пришить вручную аккуратненько. Так, за поясочек не говорю, все так же пришивала, так же отстрачивала. И вот занялась этим поясочком. Значит, я решила, чтобы в шов не вшивался, а вот до середины, не считая шва 2 сантиметра, вот до середины, это будет лучше, чтобы талию нам поясок светлый не увеличивал. Так, значит, как шлевки я делала. Край обметала, отстрочила, вот здесь шва не должно быть. Вот на поясочке у меня есть.
этот шов в разутюжку именно вот с внутренней стороны. Как бы кашемир же ткань не тонкая, поэтому делаем все, чтобы не утолщать никакие швы. Значит, вот здесь я пробовала вот таким образом. Подогнула, отстрочила, чтобы спрятать шов. Вы знаете, получилось грубо. Решила делать по-другому. Вот таким образом приложила. Здесь у меня уже есть меточка, здесь у меня есть меточка. Эту сторону подгибаем, меточка с меточкой. Вот этот шовчик, чтобы совпадал с серединой шлевочки, обязательно иголочкой скалываем и тогда уже прострачиваем. Вот мы видим, линия продолжается. И вот так прострачиваем. И будет аккуратненько. Нитки потом выведу на изнаночную сторону. Так, ну а вот здесь вот, значит, срез я обработала, прострочила. Чтобы не выглядывал вот этот срез, я вот так вот в двух местах вручную закреплю. И я считаю, это будет лучше. Как бы такие они будут одинаковые, воздушные шлевки. Продолжаю. Вот шью я эту юбку драповую, кашемировую, да? И думаю, сколько вот всяких тонкостей, которые не умещаются в формат одного видео. Так что пришла мне такая идея. Лайфхаки вы любите, я так поняла, потому что просмотры хорошие. Лайфхаки, советы. Так что планирую сделать видео лайфхаки по работе с драпом, с кашемиром. Буду рассказывать там всякие тонкости, хитрости, нюансы, секреты, не секреты. Буду рассказывать. Так что, кому интересно, девочки, пишите комментарии, не стесняйтесь. Если будет много комментариев, значит, сделаю такое видео. За шлицу пару слов хочу сказать. Кроется вот таким образом. Получается вот от этого шва сюда 4 сантиметра. Ну и плюс сантиметр на подгибку, 5 сантиметров. По технологии шлица должна отстрачиваться, вот левая рука с левой стороны. Но так как мы перелицовывали, у нас осталась вот здесь строчка старая. И я думаю, в порядке исключения шлицу переворачиваю сюда направо и отстрочу справа. Проверяем еще раз обхват талии, обхват бедра, чтобы вы не ошиблись. Если где-то надо, сделайте шовчик поменьше, если где надо, сделайте шовчик побольше. Совмещаем швы, скалываем и сшиваем боковые швы. Так, внизу захотелось мне немножко заузить. Шлица у нас есть, мешать ходьбе не будет. Ну вот 35 сантиметров от линии талии, вернее от середины поясочка замерила. И вот на 1 сантиметрик здесь вот сделаю шов побольше. Ну, конечно, это можно было прикроить, сразу учитывать, чтобы шов был кругом одинаковый, но тем не менее. Как говорится, мы сами себе режиссеры. Вот захотелось мне сейчас и так. Вот буду делать. Конечно, хорошо, если ваша драповая юбочка будет на подкладочке. Так, подкладки было маловато. Вставила кусочек, но это не важно. Вложила вовнутрь юбки, лицевая к лицевой. Так, вот у нас заднее полотнище. Эта штучка будет пришиваться вот так, как я говорила. Тут делаем надсечку и пришиваем подкладочку левее этой надсечки, ну, сантиметра через 1,5. Получается, здесь я просто обработала, отстрочила, и оно будет вот так свободненько, чтобы оно не лезло в молнию. Скалываем. И все лишнее забираем в выточки. Просто вот такие делаем складочки. Помечаем, где у нас там выточка. Стачиваем, обметываем. Ну, закрепляем здесь. И останется только отстрочить низ. Так, решила еще минуточку про петлю. Так, петлю сделала с косой бейки. Лицевая с лицевой, сострочила. В крое где-то 1,5 сантиметра шириной была.
А длина, вот смотрите сами, какая у вас пуговица, чтобы она легко входила. Пришила крепенько. Прикладываете, чтобы было плотно-плотно. Накалываете иголочкой и вот сюда и будем пришивать пуговицу. Все, юбочку дошила полностью. Будем сейчас мерить. Никогда я не шила такой вот юбки, как вот это, чтобы вот пояс был цельнокроенный, так сказать. И вы знаете, очень даже мне понравилось. Прямо вот интересно смотрится. И вот кашемир, ну настолько изнанка нежная, настолько она красивая, что мне даже закралось такое сомнение, не ошиблись ли те мастера, которые то пальто шили. Такое впечатление, что изнанка лучше. Так что, девочки, перелицевать можно вещь и дать ей вторую жизнь. Вот такая получилась у нас юбочка. Я считаю, вот эти вот черные такие куски как бы так скрадывают. Ну и поясочек тоже какую-то изюминку сюда добавил. Ну, в общей сложности юбочкой я довольна. Есть у меня еще пальтишки в клеточку, так что пишите, девочки. Интересны ли вам такие мастер-классы? Будем продолжать шить юбочки. Может быть, вы какую-то мне идею подскажете. Я, например, планирую юбочку, ну вот как-то вот здесь шов, и может быть вот в шахматном порядке как-то. В клетку, коричневое, темнее, светлее, вот что-то такое хочется. На сегодня все. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. До свидания, всего доброго.